Дорогие друзья, сегодня мы с вами научимся вязать вот такие потрясающие шнурочки. Вяжутся они абсолютно одинаково, но выглядят по-разному за счет того, что я использовала разную пряжу и разную форму бусинок. Красиво, интересно, очень-очень быстро. Может освоить даже начинающая рукодельница. И вы можете использовать, конечно же, в качестве украшения такой шнур. То есть вот на ручку. Давайте я так покажу вам. В качестве браслетика можно использовать. Можно использовать в качестве декора любого изделия. Все зависит от того, что вы хотите. Видите, да? То есть можно и так располагать, и так. И, конечно же, если вы будете делать как украшение, это будет интересный, красивый браслетик. Для работы я использую крючок номер 2. Пряжа у меня полухлопок, 160 метров, 50 граммах. И перед началом работы я бусины нанизываю на рабочую нить. Видите? Можете использовать, конечно же, бусины любой формы. Вот я показываю, как и приплюснутые, да, бусины я использовала, так и округлой формы. Дополнительная информация дана под видео. Начинаем выполнение нашего шнура или тесьмы с одной воздушной петелечки, которую мы с вами затягиваем. И она у нас будет не рабочая, видите. Делаем узелок. В работе она не участвует. И далее я выполняю одну воздушную петлю. Очень внимательно подтягиваю одну бусину. И выполняю воздушную петлю с бусиной. Как я это делаю? Захватываю рабочую нить за бусиной и подтягиваю. Воздушная петля с бусиной готова. Далее беру вот таким образом и разворачиваю. Выполняю еще одну воздушную петлю. Далее очень внимательно я выполняю накид на крючок, ввожу крючок, смотрите, вот видите, между бусиной и захватываю 2 петли вот таким образом. И буду выполнять пышный столбик на 5 натяжек. То есть как я это делаю? Я вытягиваю, видите, то есть натяжка это накид и петля. Всего я буду выполнять 5 таких натяжек. Первая натяжка готова. И далее я просто считаю 2, 3, 4 и 5. Выполнили. Обращаю ваше внимание, я пальчиком придерживаю все петли на крючке, и при этом ваши натяжечки должны быть одинаковой высоты. Далее я захватываю рабочую нить и провязываю. Выполнили провязывание. Теперь я очень внимательно подтягиваю 3 бусины. Захватываю рабочую нить за бусинами и провязываю. Немножечко подтягиваю. Вот такая красота. Мой первый сегментик готов. Далее что я делаю? Я выполняю одну воздушную, выполняю воздушную петлю с бусиной, то есть то же самое, что мы выполняли с вами в первом сегменте. Я захватываю рабочую нить за бусиной и выполняю воздушную. И смотрите, беру и вот таким образом раз и разворачиваю пальчиком, придерживаю. Далее еще одна воздушная.
накид на крючок, ввожу крючок под 2 петли и начинаю выполнять натяжки. И считаю: 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. Далее захватываю нить и провязываю. Выполнили. Далее опять подтягиваю 3 бусины. Захватываю рабочую нить за бусинами и провязываю. Аккуратненько поправляю все. И видите, вот такая красота у меня получается. И давайте выполним еще один сегментик. Воздушная. Далее подтягиваю бусину. Все очень-очень просто. Вы просто повторяете одни и те же движения. У вас получается красота. Делаем воздушную петлю с бусиной. Пальчиком поворачиваем. Далее воздушная петля. Накид на крючок. И начинаем выполнять натяжки. 1. Я бусины немножечко отодвину, пока они мне не нужны. 1. 2. 3. Не спешите. 4. И последняя 5-я натяжка. Выполнили. Придерживаем пальчиком, захватываю нить и провязываю. Далее подтягиваю 3 бусины. Захватываю нить за бусинами и провязываю. Все, мой сегментик еще один готов. Видите, вот такая красота у меня получается. Вяжется очень просто. Тесьма или шнур получается двусторонний. Очень интересно смотрится и очень красиво. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать очень красивые шнуры. Выполняются они абсолютно одинаково, выглядят по-разному, потому что я использовала разный цвет пряжи и разную форму бусинок. Можно использовать, я уже говорила, для создания украшения, а можно просто для декора. Смотрится очень-очень интересно, необычно, вяжется очень-очень просто. Еще раз подчеркиваю, что с таким шнуром справится даже начинающая рукодельница, повторяя шаг за шагом по моему мастер-классу.